Как сделать самый простой, дешевый и быстрый пол на балконе, без лишних заморочек. На балконе у меня будет лежать ламинат. Многие сейчас будут ругаться, будут говорить, что его зальет, он у вас пухнет. Ничего подобного. В предыдущей квартире я маме делал пол, также из ламината, один в один. 10 лет лежит и ничего не спухает. Для начала, что нам нужно? Вычислить высоту пола. На какой высоте будет находиться пол. Далее, что я сделал? У нас рядом контора, и ей привозили очень много сбитых ящиков из очень хороших просушенных досок. Я эти ящики из-под зипов забрал, разбил, и получились достаточно очень хорошие доски. Где-то крученые, где-то нехорошие. Я отобрал самые нормальные. Сделал им пропитку, пропитал их обыкновенной пропиткой на всякий случай. Я знаю, что не зальет, но я все-таки их пропитал. И выкладываю раму. То есть у меня выкладывается обыкновенная рама. В пустотах между рамами укладываю обыкновенный вспененный полистирол. Мне полистирол обошелся очень дешево. Он специально для пола, не перепутайте, полистирол покупайте для пола. Еще есть более высокого качества, он желтого цвета, но он дороже. Можете использовать его. То есть, что я делаю? Я делаю раму. Эти доски у меня будут вот так лежать. Делаю обыкновенную раму. В местах нагрузки, где будут люди заходить, я беру сплошные доски. В 3 ряда у меня получилась высота 7 сантиметров. Там, где пол сильно кривой, я подкладываю обыкновенные бруски. То есть 2 доски и бруски. Этого достаточно будет, тем более по самому краю. Чтобы не сбивать пол, не заливать заново ничего. Просто бруски. Там нагрузки будет мало. Вот весь периметр. Это делается достаточно быстро, за пару часов. Сверху на всю эту конструкцию я положу лист обыкновенной клееной стружки ОСБ. Ляжет как родной. Он будет армировать у меня всю конструкцию сверху. Сверху пойдет подложка и ламинат. Ламинат буду использовать из остатков. Что у меня останется от комнаты, от прихожей и от кухни. То есть пол у меня будет разноцветный. Нормальный, веселый будет пол. То есть весь балкон мне обойдется в 3 копейки. Никакой плитки, никакой стяжки, никакого бетона. Все быстро и компактно. Доски у меня были бесплатные. Я только купил полистирол и ОСБ. В самом начале желательно рассчитывайте, чтобы у вас лист ложился в стык. Стык-стык на бруске. То есть одна часть листа, дальше шла другая часть листа. То есть необходимо вам спланировать раскрой, как будет удобно. И еще раз повторю, вычисляйте высоту пола. Больше никаких проблем здесь нет. У меня, вот сегодня я начал это все делать, у меня ушло часа 2, наверное. Сейчас я буду все окончательно подгонять и укладывать.